Всем привет! У меня для вас рецепт вяленого мяса. Такой кусок шейного мяса весом примерно 2 килограмма 200 грамм. Кусок большой, и нужно разделить его не вдоль, а поперек, чтобы получились два прямоугольника или два квадрата. Потому что если разрезать вдоль, то мясо будет очень соленое при засолке и потом при завяливании. Вот так на глаз примерно режу. На срезе получается такая красота. Один кусок получился чуть больше, другой чуть меньше. Завешиваем каждый кусочек шеи. Один получается 890 грамм, второй кило 300. Из этого нам нужно взять 890 грамм соли и кило 300 соли на каждый кусок. Берем соль, обычную каменную, и насыпаем 890, 900 наших грамм. На килограмм соли нужно взять столовую ложку нитритной соли. Нитритка дает вкус, сохраняет точнее его, улучшает цвет. То есть цвет сохраняется не бледно-розовый, а ярко-красный. И соответственно весь наш вот этот состав нужно перемешать. Берем нашу шею и начинаем ее солить. Готово. Теперь мясо отправляется в холодильник. Каждые 3 дня нужно его переворачивать, сливать жидкость и снова отправлять в холодильник. Итак, оба куска полежали в засолке 3 дня. Сейчас мы их освобождаем от соли. Теперь наши куски нужно промыть в обычной проточной воде. Остался нерешенным вопрос, что делать с 2 килограммами соли, которая была использована при засолке. Не знаю, куда ее применить в хозяйстве. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Оба куска помыты. Теперь наше мясо нужно поместить в яблочный, или какой-то другой фруктовый уксус. Вот обычный уксус продается в любом магазине. Пока мясо вылеживается в уксусе, я предлагаю приготовить смесь приправ. Смесь перцев, плюс колбаса у нас коппа итальянская, и итальянские травы, приправа будет как нельзя кстати. Здесь смесь приправ, в том числе и розмарин. Запах у нее просто обалденный. Причем, если брать не Катани, а другую фирму, то итальянские травы другой фирмы, они почему-то проигрывают. То есть не такие душистые. Совсем немного добавляю красного острого перца. С ним осторожно, нужно не переборщить. Черного молотого тоже немножечко. И паприка копченая молотая. Немножечко она тоже дает аромат. Первый кусок вылежался около 10 минут в уксусе. Стал таким
несколько бледновато. Мы его сейчас обмоем в воде. Пока будем обмывать, второй кусок полежит. После того, как мясо полежало в уксусе, оно стало хоть и бледнее, но оно стало значительно мягче, оно стало так интересней. И уксус дает, конечно, некий эффект. После этого мы насухо вытираем, очень сухо, чтобы было, чтобы не оставалось воды, наш кусочек. После того, как мясо вытерто, его можно натирать специями. Так, не агрессивно, но чтобы было. Чтобы был запах, чтобы был приятный аромат. Я сразу скажу, что после вяления будет чувствоваться и аромат специй, и специфический аромат вяленого мяса. Он такой, кто кушал хамон, прошут, они знают, о чем я говорю. Кто привык к докторской колбасе, ну, наверное, не получит того удовольствия от тонкого слайсика мяса после того, как оно будет извлечено из сушки после пребывания там ни много ни мало, а минимум 3 недель. Минимум. Это самый минимум. Можно, конечно, и подольше. Я в качестве эксперимента в этот раз попробую один кусок, все-таки, чтобы он задержался подольше, чем 3 недели. Чтобы получить такой идеальный вкус и идеальный аромат. Вот, в целом кусок после того, как мы нанесли специи, выглядит следующим образом. То есть он такой красновато-зеленоватый, что ли, сероватый. После нанесения специй наше мясо нужно упаковать в марлю. То есть обернуть его марлей и завязать шнурочком. Обращаю внимание, что вот я купил марлю, понюхал ее, она пахнет какой-то дезинфекцией. Нам такая марля не подойдет. Она испортит весь запах, вкус нашей колбасы, нашего мяса. Поэтому, чтобы вот этого не произошло, вот эту марлю придется сначала простирать, и только потом можно будет использовать. Ждать, пока стирки закончатся, естественно, времени нет. Я предусмотрел вариант с тем, что у нас будет марля продезинфицирована. И взял тряпочку, обычную ХБ, в которую сейчас и отправится заворачиваться наш кусочек. Перед тем, как мясо у нас пойдет в тряпочку, взвешиваем кусок. Кило 196, кило 200, будем так говорить. То есть мы видим, что соль взяла воду около 100 грамм. Вот такой получился сверток. Я достаточно туго его перемотал. Сейчас займемся вторым куском. Взвешиваю второй кусок, 790 грамм. То есть почти 800, а был он 900. 100 грамм тоже отдал воды. Получились два вот таких не очень аппетитных свертка. Но я уверен, что они будут другими через 3 недели. Итак, отправляем на вяление, на сушку. Вот они, покачиваются кусочки в подвале. Этот кусок почти месяц вялился у меня в подвале. Я его достал, помыл сверху, потом промокнул обязательно тряпочкой, или бумажным полотенцем, у кого что есть, чтобы подсушить его. Смазал немножко маслицем растительным и снова подсушил. И смотрим, что получилось у нас на срезе.
А на срезе вот такая красота. Вот такие кусочки. Прекрасно подходит как для завтрака, для бутерброда, так и чтобы добавить в омлет, в яичницу с утра. Очень вкусно, очень мягко, очень сочно. Камера не передает всего того, что содержит этот кусочек. Вот так просто в домашних условиях можно получить, ну, поистине гастрономический шедевр, о котором можно только мечтать, несмотря на то, что закрыты границы. Прошут, вот у меня кушаю, просто не представляете себе, насколько это вкусно, мягко и хорошо. Наверное, это лучшее, что я готовил в своей жизни. Да, нужно время, около месяца на засолку и на вяление, но поверьте, мне оно этого стоит. Да, стоит именно. Потом суп с котом. Стоп. Кусок выглядит совершенно непрезентабельно. Более того, видна плесень проступившая. Ну и, конечно, опытная хозяйка сразу скажет, что этот кусок нужно выкинуть на помойку.